Сегодня я хочу поговорить об отклонении или косточке на большом пальце ноги, то есть о вальгусной деформации. Я расскажу вам, почему у вас вообще возникла такая проблема и в чем на самом деле ее причина. Также я расскажу о методах лечения и представлю вам специальные виды обуви и носков для этой проблемы, которые действительно творят чудеса. Кроме того, я научу вас упражнениям, которые действительно оказали реальный лечебный эффект для многих пациентов. Итак, что же такое косточка на большом пальце? Это состояние, при котором ваш большой палец деформируется в трех направлениях. То есть он немного приподнимается, поворачивается и изгибается в сторону других пальцев. Тот, у кого нет этой проблемы, думает, что это всего лишь косметический дефект. Но это не просто косметический дефект, и он действительно может вызывать воспаление, чувствительность и боль. Это может затруднить ходьбу, занятия спортом и даже перенос веса тела. С другой стороны, чтобы компенсировать это состояние, создается давление на другие части стопы, и это также может вызывать боль в колене и бедре, и даже вызвать мышечный дисбаланс. Поэтому нет, мы абсолютно точно имеем дело не с косметической проблемой, но почему? Почему такая проблема должна возникнуть именно у вас и в чем ее причина? Причина номер один – неподходящая обувь. Я просто не могу поверить, почему во многих современных моделях обуви, будь то подделки или известные оригинальные бренды, не оставляют достаточно места для пальцев ног. Это показывает, что в их команде дизайнеров нет ни одного врача, и они гонятся только за красотой, а не за анатомией человеческого тела. Потому что если носок обуви узкий или форма обуви заостренная, ваш большой палец действительно изгибается внутрь, и он редко меняет положение. Это очевидно. Причина номер два – плоскостопие. У людей с плоскостопием из-за отсутствия естественного свода стопы вес тела больше приходится на большой палец. Со временем это давление может привести к отклонению большого пальца наружу. Причина номер три – снижение гибкости голеностопного сустава. Эта проблема может возникнуть из-за старых травм в области голеностопа. Или же причиной могут быть тяжелые спортивные тренировки в детстве и юности. Хорошо, так что же теперь делать? Какое есть решение, какое лечение для этой проблемы? Давайте к этому и перейдем. Номер один – выбор подходящей обуви и носков. При покупке обуви обязательно сравните подошву обуви со своей ступней, чтобы убедиться, что для пальцев ног достаточно места. У нас также есть специальные носки, которые не позволяют пальцам ног смыкаться. Например, носки для йоги, которые действительно могут помочь раскрыть пальцы ног в долгосрочной перспективе. Номер два. Используйте силиконовые прокладки или силиконовые накладки-разделители для пальцев ног. Это также поможет вам держать пальцы ног расставленными. И поскольку вы не спите в постели в обуви и носках, всего несколько часов использования этих силиконовых прокладок во время сна постепенно приведут к тому, что ваши пальцы ног станут шире и шире. Номер три. Упражнения. Это самая важная часть, и от этого пункта полностью зависит конечный результат. Почему? Потому что эти движения, с которыми я хочу вас познакомить, восстанавливают симметрию голеностопного сустава и связанных с ним мышц. Если вы не перенапрягаете другие мышцы, большой палец может вернуться в исходное положение. Потому что, по сути дела, именно мышцы удерживают ваш большой палец в этом конкретном положении. И сейчас вы все это исправите с помощью упражнений, которым я вас научу. Первое движение – надавить подошвой ноги на теннисный мяч. Вы кладете мяч под свод стопы и переносите на него вес тела. Это упражнение особенно полезно для людей с плоскостопием. Поначалу вы сможете удерживать это положение всего 5 или 10 секунд, но постепенно вы сможете увеличить это время до минуты или двух. Это не так уж и сложно. В то же время это значительно снимет нагрузку с напряженных мышц. Второе движение – вращение голеностопного сустава. Вы сидите на стуле. Вы поднимаете колено рукой, затем он медленно нарисовал пальцами замкнутый круг. Естественно, поначалу это будет немного сложно, поскольку некоторые ваши мышцы слишком напряжены, а некоторые слабы. Но как только вы попрактикуетесь некоторое время, это станет действительно легко. Итак, вы начинаете с 10 вращений по часовой стрелке на правой ноге, а затем делаете 10 вращений против часовой стрелки.
Закончив, проделайте то же самое движение другой ногой. Повторяйте это движение каждый день, чтобы со временем улучшить симметрию и баланс мышц голеностопа. Третье движение – подъем пальцев ног. Для начала сядьте на стул и одновременно поднимите пальцы обеих ног. Это движение укрепляет мышцу под названием передняя большеберцовая, которая находится на передней части голени. Это движение нужно повторить 30 раз. Если вначале у вас возникнут мышечные спазмы, делайте столько повторений, сколько сможете. Не перенапрягайтесь. Когда вы освоите это движение, тогда и доведете до 30 повторений. Теперь перейдем на уровень выше. Выполнение этого упражнения стоя. Прислонитесь к стене, встаньте прямо и, не отрывая пяток от пола, поднимите пальцы ног. Это упражнение также постепенно доведите до 30 повторений. Поскольку мы работаем над мышцами передней части голени, нам нужно поработать и над задней частью, верно? Для этого стоя на этот раз поднимите пятки и встаньте на носочки. Если у вас проблемы с равновесием, можете начать это упражнение, опираясь на стул. Когда вы освоите это движение, выполняйте его без помощи стула. Для этого упражнения 30 повторений тоже хороший показатель. Эти упражнения охватывают большинство движений голеностопа и со временем создадут хорошую симметрию в обеих ногах. Теперь вы должны посмотреть это видео. В этом видео тоже очень много полезной информации. Не пропустите. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Я вас очень люблю. Увидимся в одном из этих двух видео.